Друзья, всем привет! В предыдущих видео я рассказывал, как мы делали коммуникации и красили стены у себя в пристройке. А теперь пришло время обустроить наш санузел. Будем укладывать плитку. Итак, плитку мы будем укладывать на стену и на пол. Для этого, как вы помните, с этой стороны мы специально не красили и не шпаклевали стены. Так адгезия плитки к стене будет лучше. Но было со временем решено уложить эту стенку полностью до конца тоже плиткой. Также мы будем укладывать пол плиткой, хотя изначально я хотел кинуть здесь ламинат. Но после мы поняли, что эта идея так себе, здесь будет очень сильная влажность, поэтому лучше плитка, иначе весь этот ламинат просто повзбухает. Вот, собственно, и сам ламинат. Дальше он будет уложен у нас на кухне. А вот и плитка, которую мы будем укладывать. Это стеновая плиточка кераминовская серенького цвета и напольный керамогранит. Керамогранит у нас будет идти розовый, как раз таки под цвет стен. Получится, кстати, очень классное сочетание. И приятные светло-серые стеновые плиточки, которые после, конечно же, будут еще и профугованы. Укладывать все это дело мы будем на плиточный клей, специальный плиточный клей Ilmax 3100. Это клей повышенной фиксации. А в дальнейшем профугуем вюндеровской фугой. Чтобы резать плитку пополам, ну и делать всякого рода надрезы, был приобретен вот такой вот плиткорез. Взят он был в Гипере по акции, и, честно хочу сказать, не повезло, так себе инструмент. Также было приобретено достаточно много разных уголков, как внутренних, так и внешних. Это специальные уголки для плитки, которые в дальнейшем будут скрывать изъяны стыков. Итак, снимаем ванную, изначально выставив лазерный уровень. Луч уровня у нас стоит именно по той высоте, где мы будем потом ставить саму ванну непосредственно. А плитку мы будем укладывать не от пола, а чуть-чуть ниже борта ванной. Таким образом мы, во-первых, сэкономим, во-вторых, не будем мучиться вокруг коммуникаций. И сверху мы тоже оставим небольшую полоску, буквально в 2-3 сантиметра. Так называемое право на ошибку, потому что со швами мы можем угадать не всегда. И, как всегда, любые работы у нас начинаются с грунтовки. Разводим грунтовку, в данном случае я пользую концентрат, и грунтуем ею полностью все стены, где мы будем укладывать плитку. Конечно же, после грунтовки стоит дичайшая влажность. Благо, у нас здесь есть окошко. Проветриваемся, ждем, пока высохнет. И тут я на самом деле очень сильно задумался именно про вентиляцию. Ведь вентиляцию мы не делали. Поэтому об этом стоит тоже подумать. Цементной штукатуркой замазываем трубы, которые мы вштрабливали здесь в стену. Ведь смеситель у нас будет стоять красивенько на плитке, чтобы не торчали нигде никакие трубы. И приступаем к работе. Изначально замешиваем клей. По поводу клея скажу, во-первых, замешивайте его так, как это указано в инструкции по эксплуатации. А во-вторых, делайте его погуще. Тогда работать будет гораздо удобнее, плитка будет меньше плыть по стене. И вот первые плиточки пошли. Так называемые пробные. Намазываем стену клеем, проходим гребенкой и лепим на них плитку. Почему я именно сказал делать клей погуще? Потому что после того, как я прилепил первые две плитки, они постепенно начали сползать вниз. И для того, чтобы плитки не уползали, я закрепил снизу их саморезами. Просто ниже самих плиток вкрутил пару саморезов. Для этих целей есть на самом деле специальные бордюры, уголочки, но я их не приобрел, поэтому саморезов было достаточно. По поводу самого плиткореза. Инструмент достаточно простой, пользоваться им тоже достаточно просто. Но купленный дешевый плиткорез по акции оказался достаточно хилым, и при хорошем нажатии на него сама алмазная головка шла не идеально ровно.
надрез на плитке получался, грубо говоря, в виде полумесяца. Не знаю, сколько я не пробовал его резать с плиткорезом, пару плиток я даже испортил, но ровного надреза у меня так и не получилось. Поэтому в дальнейшем большинство плиток я резал алмазной головкой на болгарке. Вырезы под смеситель я опять же делал непосредственно под уровень. Ставил уровень, луч ставил ровно в центр отверстия, туда, где будет вкручиваться смеситель. Ставил плитку, заранее подготавливал уголки, чтобы она уже будто была на стене. И по этому кресту уже размечал, где будут вырезы под сами отверстия. Под левое, так и под правое. Смех смехом, но под рукой не оказалось ничего лучше, чем туба от туалетной бумаги, чтобы сделать круг. Поэтому отчерчиваем нужные нам круги, и в дальнейшем по ним будет идти вырезка по плитке. Чтобы сделать две этих вырезки, фрезу я не покупал. Я просто насверлил дырок шуруповертом и в дальнейшем просто выдавил два данных отверстия. Все равно это все потом зафугуется и закроется экранами. Вырезку же под розетку делал болгаркой с алмазной головкой. Точно так же отмерил прямоугольник и аккуратненько болгарочкой все это дело прямо в плитке и вырезал. Рамка потом тоже все очень красиво закрыла все обрезы. И вот результат первого рабочего дня. Как видите, за первый день абсолютно неопытный человек может положить примерно 2 целых ряда плитки. Ну, с тем учетом, что здесь я пошел еще немножко вниз до пола. Напомню, все эти отверстия для розеток и для смесителя в дальнейшем будут закрыты вот этими уже заранее заготовленными плиточками. После того, как я сделал 2 полных ряда, я решил проверить, а поместится ли ванна, потому что в размеры я попадал практически впритык. И, слава богу, ванна поместилась. Зазор между ванной и плиткой составил буквально 2 мм впритык. Ну а вот сам процесс укладки плитки. Сначала я мазал клей на стену, в дальнейшем гребеночкой делал такие вот борозды. Чтобы в дальнейшем облегчить себе работу и сильно не пачкать, и в дальнейшем не вымывать швы из плитки, я сразу делал пальцем такие канавки и промывал плитку по углу мокрой тряпочкой. И в дальнейшем уже клеил плитку на стену. Сразу снизу подставлял пару плиточных крестиков, чтобы выдержать везде одинаковые швы. Швы, кстати, я делал по 3 мм. И клеил, фиксировал аккуратненько плиточку на стену. И так плитку за плиткой. Медленно, но верно продвигался к своей цели. Как видим, работа понемногу идет. Это у нас результат второго дня работы. Не полного, а именно я приезжаю на дачу после работы и ковыряюсь на ней по 3-4 часа. Не спеша, аккуратненько пытаюсь все это дело построить, отремонтировать. И на третий день уже было все полностью уложено. Снизу и доверху. Как я и говорил, сверху я оставил зазор примерно в 2 см. И в дальнейшем на этот зазор будет клеиться потолочный плинтус. После полной укладки стали видны все огрехи, особенно по углам. Если один угол у меня получился достаточно ровный и красивый, то по второму было видно, что снизу плитка впритык, а сверху щель уже чуть ли не в 1,5 см. Вот так вот ровно я либо выложил стены, либо отштукатурил. Отдельное внимание было уделено окну.
Откосы я сделал на окне тоже полностью из плитки, и это у меня заняло целый день. Ровные, аккуратные подрезки, подгонки, но получилось достаточно прикольно. На улице начало лета, а лета до сих пор и нет. Очень холодно на самом деле, 14-15 градусов и постоянные дожди. А в это время в прошлом году мы уже плескались в бассейне. В этом еще даже не поставили. В дальнейшем все это дело мы фугуем. Берем фугу, разводим ее в кастрюле с водой, опять же все так же, как сказано по инструкции. И начинаем все это дело втирать в швы между плитками. Фугование процесс достаточно простой. Берем специальный резиновый шпателек и вмазываем фугу прямо в швы между плитками. Даем ей подсохнуть буквально пару минут и в дальнейшем мокрой тряпкой снимаем абсолютно все излишки. Получается вот такая вот красота. Хорошие, аккуратные, ровные швы. После этого плитку придется еще не один раз помыть, потому что фугу с плитки стереть не так просто. По углам вставляем специальные плиточные уголки, пластиковые. И эти уголки, хочу сказать, скрывают абсолютно все изъяны. Здесь вы можете видеть именно тот угол, в котором у меня получилась большая щель. После того, как поставил уголок, уголок все скрыл и ничего не видно. А наружными уголками мы делаем красивый кантик, красивую рамку вокруг нашего окна. И, конечно же, опять же, фугуем все швы внутри. Окно получилось вообще отличное. Его можно использовать даже вместо полочки. Ставить все шампуньки и гели для душа именно на него. Ну и вот примерно спустя неделю работы с плиткой получился вот такой вот результат на стенах. Все достаточно ровно и красиво уложено. Поставлены везде уголочки, как внешние, так и внутренние. И в дальнейшем мы сюда будем вкидывать ванну. Поставили ванну, поставили смеситель. Сразу собрал, поставил розетку, чтобы проверить, закроется ли все рамочками. Все закрылось, все красиво. Ну а дальше продолжаем делать пол. Начинаем укладывать плитку на пол. Плитку на полу раскладываем по тому же принципу, как и на стене. Сначала на пол наносим клей, в дальнейшем разгребаем его гребеночкой и от угла плиткой за плиткой укладываем плитку на полу. Напомню, используем плитку кераминовскую, специально для пола, керамогранит, керамомараци. Очень красивая, хорошая, качественная плиточка. Причем геометрически ровная, поэтому рекомендую. Пользуем все тот же клей, клей для плитки повышенной фиксации. Почему именно повышенный? Да просто так, он не сильно дороже обычного. Но будем надеяться, что держать будет накрепко. Плитку за плиткой укладываем. Точно так же в швы между плитками вставляем плиточные крестики, чтобы выдержать все швы ровненько по 3 мм. И делаем разного рода подрезки, как в углу, так и под те места, где у нас будут стоять ножки от ванны. Не хотелось, чтобы все это дело упиралось на плитку, а стояло именно на бетоне снизу. А в дальнейшем все это дело, конечно же, профуговываем все той же фугой. Ну и вот что у нас получается. Красивая ровная плитка на полу, которую получилось положить даже без сильных перепадов. По углам точно так же поставлены плиточные уголки, которые скрывают у нас все изъяны сбоку. Из плиточного уголка также собран и внешний угол,
причем получилось тоже довольно неплохо. Ну вот, в принципе, по плитке и все. В целом, за неделю я заложил как стены, так и пол, и даже успел наклеить потолочные плинтуса. Вкинули саму ванну, поставили смеситель, собрали розетку. Ну а дальше будем облагораживать внутри помещения. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Ну, а мы продолжаем. Всем пока!